Всем здорово, народ. Вот знаете, это ощущение, когда заходишь в дотку спустя 3-4 дня неактива, и все кажется совершенно незнакомым, ну, по крайней мере, непривычным точно. А что будет, если вы последнюю катку сыграли в прошлом патче полгода назад, а потом заходите на актуальный патч и пытаетесь сразу же с первой котейки пойти отыграть на керри? Я думаю, в такой ситуации подходит только один герой. Это медведь. Соответственно, сегодня я это попытаюсь подтвердить. Мы посмотрим на мою первую игру за полгода. Играть я буду за Урсу. И, кстати, катка довольно-то неплохая. Поэтому всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. И так и понеслась, соответственно. Смотрите, значит, поскольку никого я не вижу, я так аккуратненько, со страхом, сквозь листву пробираюсь, смотрю, есть тут кто-то или нет. И как только я заметил, что на моего Леона начнут в миду нападать, сразу же после этого, естественно, пошел на рунку, чтобы ее заколлектить и себе в баунти в карман положить. Все, Леона в миду, конечно же, естественно, вчетвером загасили. Окей, поскольку, смотрите, я полгода в доту не играл, я без понятия, надо Крипсонов блочить или не надо Крипсонов блочить, но вот через секунд 15 я понял, что это действие было абсолютно лишним, поскольку, опять же, я на 100% знаю, что сейчас оппоненты не успеют подблочить своих крипов, соответственно, мне тоже блочить их было не нужно. Ну ничего, окей, пофиг, let's go. Значит, смотрите, крипы сейчас встретятся прямо у меня под вышкой. Это, конечно, момент супер неприятный. Ну да ладно. Соответственно, да, если ты понимаешь, что Крипсонов враги не было... первая тычка. Первая тычка за полгода. Видели? На самом деле, мог забирать 3 крипов из пачки. А я пропустил самого первого, потому что поспешил. И вот еще одного пропустил, потому что было тяжело. Можно было бы 100% забирать 3 крипов. Ну что, нормально. 2 это тоже уже неплохо. Поскольку у меня алхимик 5, то, что за ним бегает вот так вот Рубислав, это на самом-то деле положительный для нас момент. И поскольку я знаю, что сейчас у Акса горелка вкачана, а не крутилка, я решил его немножко подразмять. Опять же, стаки на нем немножко позарабатывать. В общем, пробил ему чуть-чуть и составил ему, ну, чтобы он на стульчике поерзал, чтобы мне было здесь супер комфортно. Ну и опять же, у меня 2 левел, у него 1 на момент того, как я на него нападал, был, соответственно, скоро он сейчас уже должен нападать 2 сам. В общем, немножко его решил подразбить-ка. Как он вообще не умер? Хорошо же вроде тычку выдал по оранжевику прямо сейчас, но почему-то он не добился. Порчу крипа, нормально. Неважно, дена и не дена, и главное его испортить. Полгода в доту не играл. Я планировал Крипсона, естественно, просто клэпом здесь убить, но, в общем, не успел у меня персонаж развернуться, не среагировал на мои действия, жесткие, киберкотлетные. Поэтому я просто клэпнул, соответственно, по земле. Я злой! Я злой медведь. Жадность, знаю. Но опять же, слишком мало хп у меня было на моменте, я был не зарегененный и решил убить 2 крипов просто за счет этого откис. Понятное дело, что здесь можно было 100% не умирать, но теперь я 100% уверен, и теперь я на 100% знаю, насколько урона много у противников, как тут играть и так далее. Все. Теперь особо агрессировать просто так не буду. В любом случае стики заряжаются, нормально пачку крипов я не потерял. Может там 1-2 крипа, да, умерло, пока я был в таверне, что я не заметил. В общем, anyway, нормально. Теперь только киберспорт и только full фокус. Смотри, ни одного крипа из пачки здесь не пропустил, ни одного. Потому что понял, что, ну, типа, смерть это уже печально, теперь надо как бы, ну, реабилитироваться. Поэтому, по сути, смерть, конечно, да, супер неприятно, но не то, чтобы какая-то критичная. В данном моменте нормально. Жить можно, играть дальше тоже можно, не тильтуем. У меня сейчас, кстати, броня, поскольку я полгода в доту не играл, повторю это 10 тысяч раз, видимо, за эту катку, но не суть. У меня теперь броня на тильт, анти-тильт броня, соответственно, я понимаю, что меня вообще уже ничто здесь не проймет. Я пытаюсь просто отыгрывать и вспоминать вообще, как в доту играть и так далее. Не особо я, знаете, верил в то, что я смогу как киберкотлета сразу же с первой катки сыграть, но опять же, do my best или did my best, короче, вы поняли. Старался по максимуму, насколько это было в моей ситуации возможно. Здесь немножко подколбал алхимика, решил Акса пару тычек ему дать, но насколько же неприятный болт у Рубика, это просто пипец. Как же много урона там залетает. Но я вот помню, что неприятно против Рубислава стоять из-за его болтяры, особенно если ты там 1 на 1 на миду еще с ним где-то разыгрываешь, и у тебя у персонажа, если хп мало, то там, да. Там левела с 3-го прокачки болта вообще стоять невозможно с этим Рубиком и так далее. Значит, немного денег поднакопили, болт Рубика настигнул и не только меня, а также моего тиммейта на алхимике 5. Но в принципе,
в принципе. Крипов пощупать даю. Да, понятно, Рубик мне уже второго знаменосца заруинил. Но, опять же, я здесь без тильта отыгрываю абсолютно, потому что, ну, да, когда ты 2 дня или 3 дня в доту не заходишь, потом возвращаешься, тебе это вот сразу заметно, это тебе непривычно. А когда ты 4 месяца в доту не заходишь, на самом деле нормально. Ощущается легче, потому что, ну, а что с тебя взять? Типа, ручки вверх, все, я сдаюсь, я в доту долго не играл, а у меня есть такое апро. Здесь, кстати, что-то намечается, стики надо нажимать. Я чувствую медвежью ярость. Ты не уйдешь, не убежишь от медведя. Дом-то, мой тедди-бэр, ты моих медвежат не тревожишь. Ай, прибили с инстрайком, блин, прямо в медведя прилетело, офигеть. Ну, короче, супер приятный даблкил, такой смачный, сочный и, конечно же, такой вернувший меня в игру теперь после того, как я убил 2 противников. На самом деле, ну, в моменте очень хорошо получилось, вот именно на яйцах пойти вот в этих 2 оболтусов и их даже вместе с алхимиком, по сути, ну, забить, просто съесть их, разорвать на части урсой. Значит, я не знаю, там, по-моему, в моменте Акс немножко завтыкал, если бы он раньше агро нажал, возможно, я бы даже и не выжил. А, кстати, опять же, под Sunstrike Invoker это все могло быть сделано, соответственно. Но я прожимал стики, и после стиков, когда у меня было много зарядов достаточно, я просто упоролся в Акса, мы его загасили, ну и, понятное дело, за Рубиславом уже по мелочи осталось добраться. Значит, 2-2 теперь счет, нормальненько. Если бы не было инвокера, был бы вообще 2-1 по итогу. It's okay. И вот здесь я понимаю, что, да, Вангвард прилетел Аксу, слишком мало дэмэджа, его нанес стычки, вообще, считать, не нанес. 27 крипсонов, 1 денай. Кстати, здесь я не знал, что вот, оказывается, есть какая-то ступенька, через нее можно было бы чисто в теории перепрыгнуть, но это, в общем, не так все важно. Я просто знакомлюсь с картой заново. Я же играл в прошлом патче последний раз. Каждый раз вот возвращаюсь в новом патче. Надо будет заново ко всему привыкать. Прилетает мне корнукопия, да, вроде так называется эта темка. Соответственно, которая регенит мне ману, регенит мне хп, может что-то еще дает, я уже и не помню, соответственно. Тут как будто бы не хочется особо на Акса прыгать, опять же, под крипами. Но вот под тучкой алхимика, да, лицо у него улетает супер знатно. Вот здесь надо было бы раньше, наверное, моему алхимону выкидывать свою фласку. Я вижу, что Рубен хочет по откату своего болтяра, мне, конечно, его прописать и убить меня. Но в общем, все-таки не так быстро на него кдэшится. А нет, так быстро на него кдэшится. Короче, да, я мансу здесь от Sunstrike просто влево-вправо, вверх и вниз, вот так вот, во все стороны. Я помнил уже, что инвокер присутствует в катке и не особо хотел подставляться. Кстати, я думал, болт у Рубика будет дольше кдэшиться. А оказывается, вот оно как сам. Выхожу под ульту, сразу же ее прожимаю, естественно, здесь очевидно 100%, просто подбайтить, потому что я вижу, что подходит мой Кинзурик. Они вместе с алхимиком упарываются в Акс, я понимаю, что он и так умрет, поэтому моя здесь какая задача и моя работа — бежать дальше за Рубиславом. Иду под вышку, он, конечно же, стопится в крипах, найс, получается. Ну посмотри, просто медвежий беспредел происходит в катке. Медвежий беспредел. Выжил, забайтил, убил. Найса. 6-й левел. Это вкусно, это хорошо, это классно, это красиво. 7-я минута игры, 5-8, кстати. Наша команда пока что по киллам лидирует. Но это не так долго сейчас продлится, потому что, я помню, будет неприятный даблкилл от вражеского Вайда в моменте. Но мы еще вернемся к этому. К Вайду мы еще вернемся, и к нашим тиммейтам мы тоже еще вернемся. Наше дело простое. Качаемся, крипчиков в идеале, конечно, лайновых фармим. Вот, если нам не мешают, да. Если нам мешают, то уходим в лесок, бьем крипчиков лесных. Но, в принципе, вот с шмоткой, которая дает мне уже реген, будет гораздо проще. Потому что, понятное дело, у тебя всегда теперь мана присутствовать будет. В идеале, конечно, купить фласочку, либо взять себе талант на 10-м левеле, который ману дает. Ну, вот. Ну, короче, если таскаешь фласки, можно без таланта. Если фласки не таскаешь, то талант, конечно, в идеале брать. Здесь понимаю, что Ак захочет ко мне вернуться. И вот так вот чисто по медвежьи сквозь деревья улизнул. Убил Крипсона, а Такса улизнул. Ну, короче, я еще, кстати, путь сократил до других Крипсонов в другой точке лесной. Так что пользуйтесь вашими способностями. Да, здесь, конечно, этот клэп был супер приятный. Или как он называется? Aftershock. Не помню название. Все забыл. Значит, летит ли он к нам? Естественно, я подождал Рубислава, потому что понимаю, что он побежит за алхимиком, а я побегу после того, как он забайтится, соответственно, в Рубислава. Естественно, это мой килл, мы его забираем, все, приятно. Вот так вот, подъедая вражеского саппорта,
у нас получается оставаться на плаву. Потому что если бы я сейчас подошел, потратил бы время, не убил бы ни Акса, ни Рубика, это были бы минус за бабки. А так я и Крипсонов пофармил. И подошел в моменте на убийство, соответственно, килл себе забрал, опыт заработал. Вообще прекрасно все было сделано, прекрасно было сыграно. Молодец, легенда. Значит, подскипал пару минуток, что в это время происходило. Я просто фармил крипчиков, а вот вражеский керри Void, соответственно, совершает неприятный для нас даблкилл. Совершает он этот даблкилл на моем Леоне и на Легион Командер. Окей. Значит, мой союзный Кизури летит на вражеского Акса под смоками. Понятное дело, хочется его сейчас убить. Это будет такой жирный, смачный, дорогой килл. Но он не так-то прост. Он замечает уже, что мы к нему выдвигаемся. И нам нужно отступать, потому что к нему на помощь прилетает Рубислав. Но Акс ошибается. Зачем-то бежит направо. Это супер критическая от него ошибка. Я не подпускаю Рубика, чтобы он не помог, естественно, своему Аксу. Легионка дуэлит. Забиваем. Найс, отлично. Повезло. Я не знаю, зачем Акс побежал таким неправильным путем. У него был, знаешь, направо пойдешь, умрешь, налево пойдешь, выживешь. Он решил пойти направо. Окей, нам же лучше. Да, забили красножопого, получили деньги, получили опыт. Акс 30-го тира, кстати, против меня играет, к слову. К слову об этом. Акс 30-го тира. У меня алхимик пятерка, Кизури мид. Ну, как бы. Вот так вот. Значит, БФ. Продолжаю себе свой БФчик фармить. И для меня было удивлением, что он теперь из 2 мечей собирается. Я даже в моменте, решил перекликать, подумал, что это я, может, случайно что-то нажал, мискликнул или так далее. А нет. Теперь 2 меча, вот эти 2 за 1200, да? Если он еще 1200 стоит. Короче, 2 меча нужно на Battle Fury, это было для меня новостью. Да, я, конечно, привык к тому, что он собирается через 1 меч. Ну да ладно, вот покупаю себе прямо сейчас 2-й, и мне летит мой заветный БФчик. С ним будет уже кайф. Соответственно, я понимаю, что этих крипов мне сейчас лучше подстакать, потому что как только прилетит заветная вот эта вот просто гаубица сплэшовая, можно будет с этими крипчиками уже по-другому дела вести, и с ними можно будет по-другому разговаривать. Найс. 12-я минута с сапогом и апнутыми стиками. По-моему, тайминги хорошие. Я, конечно, не эксперт, но вроде бы деньги реально есть. Бабки не проблема. Прокликал быстренько инвокера, понимаю, что там медас, тудым-сюдым. Ну, конечно, мне наш пик вообще не нравится в этом плане, потому что у нас Кез, беспонтовый алхимик пятерка, который будет, по сути, АФК просто фармить и раздавать нам аганимы. Это вот все, что он может сделать. А там, смотри, и Акс, и Void с куполом, и это все под инвокера. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, как-то вот супер неприятно, конечно, вражеский пик против нашего. Вот и благо я еще здесь на урсе, в том плане, что если мне алхимик выдаст аганим, я смогу нажимать, свою ульту под вражеским агром, под куполом смогу нажимать инрейдж, и это мне будет, соответственно, помогать, естественно, выживать. Я, кстати, отменил тычку, поэтому, неприятно. Не успел, по-моему, соответственно, крипов убить, не заспавнились. Ну и вот. Соответственно, под всякими куполами, под контролями я смогу нажимать инрейдж, соответственно, выживать. Но а если бы я был не на урсе, то это было бы еще гораздо более печально. Моя тима решила нафидить, пошла втроем, пошла под мид, под вардами, как я понимаю. Скорее всего, там были вражеские варды без меня. Потому что о чем мне делать? Я фармлю, у меня только БФ, мне нужно хотя бы, добить. И без алхимика, потому что алхимик это кусок. Он просто бегает и фармит, он не может помочь особо моей тиме. Поэтому... и он еще и нафидил сверху просто от соло Акс. Вот такая вот игра, 15-13 как бы по счету, но как будто бы дела у нас очень даже нехороши. Нехороши наши дела, мне не нравится, что происходит на карте, нас просто ебут. Это у меня пока еще получается перефармливать вражеского Войда, поэтому, знаешь, такая плюс мораль сохраняется, понятное дело. Но вот как только еще один, допустим, даблкилл, если моя команда подарит Войду, уже дела будут совершенно иные, и будет неприятно. Я здесь решил ТП нажать, потому что, допустил в момент, что, возможно, инвокер где-то ошибется, и мне получится его поймать вместе с моей тимой, но, соответственно, он на мид не пошел, к моей тиме не пошел, поэтому я просто забираю, естественно, пачку мидовую. Это был мой план Б. И с активкой, не знал, что там ДД, но я думал, что активка будет снизу. Соответственно, так и оказалось. Забираю ДДшку, иду фармить Крипсонов. Вот так вот. В идеале, конечно, нужно было бы еще не баунти, а руну экспы собрать. Но это уже совсем другое дело. Вот здесь понимаю, что, опять же, у меня ДД висит на мне. По сути, сейчас кнопки все вот прожмутся в моих тиммейтов, и мне нужно подойти. Просто уже надо подходить, потому что если я сейчас никого не убью, это будет прям практически ГГшечка. И как будто бы у нашей тимы прям совсем будут плохие дела. А вот сейчас получается, как они смачно смыкаются, медведь рычи.
под ДДшечкой забираю Акса, забираю инвокера. Ой, какие приятные киллы сейчас залетели. Просто... не, Акса, кстати, Кес забрал. Ну ничего, нормально тоже пойдет. В общем, супер приятная перетяжка. Вот видели, пешком на ноге, на фейсбуцах из стройки добежал до, соответственно, нашего леса. И вот супер важно это сейчас было. Прикиньте, если бы я их не убил, это был бы вообще тильт. Да, давайте паузу скрикнем. Значит, я сообщил своей команде, что у меня появился блинк-даггер, давайте-ка выйдем с вами на низ, что-нибудь суеты наведем, кого-нибудь убьем, и смотри, как приятно. Тут инвокер вышел на пачку, но мы были на вардах, поэтому нас ждали. У регионки не получилось дуэлить, соответственно, инвокера, Акс выживает на 1 хп, и я понимаю, что здесь особо бежать уже как-то, непонятно в какую сторону, поэтому просто вышел на шамана, убил его и, соответственно, отправился в таверну. Возможно, если бы я просто бежал куда-то направо-вниз, можно было бы и улизнуть, скорее всего, но вот что-то как-то в моменте решил остаться уже, знаешь, до конца. Конечно, супер неприятно то, что выжил Акс, и вообще почему я, так агрессивно нападал на инвокера. Я думал, у нашей лиги есть блинк, а у него, оказывается, вообще ни хрена нет. Только Blade Mail, соответственно. Я думал, что сейчас он блинканется, мы убьем инвокера вообще за секунду. А там блинка-то даже нету. И вот это был для меня такой первый звоночек супер неприятный. В том плане, что, конечно, играть дальше уже, не знаю, дальше уже будет супер тяжело играть. Учитывая, что и сейчас меня убили, я как бы подфидел тоже в этом плане. И инвокеру, Вайду достались скиллы, сейчас у него будет много денег. Ну и да, учитывая наш пик, как будто бы мы не должны вот так вот аутсайдерами играть. Если у нас денег много, тогда мы можем победить. Но по сути, тут, я не знаю, игра на противниках держится. То есть они здесь лидируют, они задают темп, они, соответственно, передвигаются. И в этом плане, конечно, нас будут сейчас поддушивать. На их месте я бы просто стакнулся в пятером и не давал бы фармить мне вообще. Пошел бы вышки поломал и так далее. Опять же, учитывая, что у меня лего без, соответственно, предметов, у меня только голый Blade Mail, у меня алхимик 5. Как мы будем останавливать всю эту вот огромную массу из Вайда, Акса и инвокера под саппортами, непонятно, если честно. Но враги решили немножко зачилиться, поэтому зачилились и мы. Соответственно, я просто продолжаю фармить. Очередной таймскип, где-то 5 минут я просто обитал снизу и фармил. Вот сейчас замечаю файт на центре и лечу, соответственно, через телепорт, через шрайн, туда вписываться. Хочется кого-то здесь оставлять. Опять же, в принципе, возможность для этого все есть. Уже был готов прыгать в ноу-вижн, но замечаю, что Акс гораздо ближе к нам находится. Потерял в очередной раз он, кстати, позиционку. Я его просто съедаю на верочку здесь 100%. И хочу дальше уже носить на инвокера. Нажимаю БКБ, чтобы задушить торнадо, соответственно, чтобы Рубик там не поднял. Ну а Рубислав нажимает, естественно, форс во вражеского инвокера. Здесь мне никто ничем не помогает. Я думал, за мной идет Леон, а у него кнопки были, видимо, на кулдауне. Блинк у него не нажимается. Ну и, конечно, вот это уже супер тильтовая смерть. Я понимаю, что как будто бы игра здесь закончилась. Там слишком много у противников. Есть линка у вражеского Вайда уже. Как будто бы, в общем, тяжело будет. Еще тяжелее, чем было 5 минут назад, соответственно. За дуэль, за мое БКБ, за энрейдж убиваем вражеского Акса. Файт немножечко затягивается, но как будто бы вариантов здесь входить туда просто уже нету, соответственно. Если бы я сейчас туда прыгнул, меня бы также там закайтили и убили. Ну а как? А с кем? А как? Каким образом туда прыгать? Поэтому я просто отошел, решил пофармить дальше. Такая вот суета. Значит, это была 25-я минута. Через где-то, 30 секунд мы под смоками решили опять же выйти. Кеза не было в живых, но там был мертвый Акс. Я прыгаю на Рубика опять же, потому что был момент. Но там просто пиздец. Там Гост, там Блинк, там Форстав. Там просто нету вообще ни одного варианта, чтобы я этого Рубика убил. Да, потому что нужно покупать нулифайр уже. Ну там очень много. Там очень много у всех, а у наших тиммейтов очень мало. Если пытаюсь улизнуть уже в моменте. Тычка, кстати, от Вайда, по-моему, залетает. Если бы баш прокнул, это были бы похороны. Да, такая вот. Там очень много у противников, очень много. А у нас очень мало. Значит, еще один таймскип, еще один очередной, соответственно, момент. Значит, поставили вард вражеские игроки, я его убиваю. И здесь понимаю, что можно просто спокойненько прыгнуть на шамана и его, соответственно, съесть. Нажимаю на рейдж, чтобы с меня задиспелить поднятие Рубика. Вот здесь кликнул БКБ на всякий случай, можно было сохранить. Но просто я что-то не вижу инвокера, я не знаю, где он. Чисто в теории он мог и там торнад накинуть и так далее, какой-нибудь голдснап, но я решил нажать БКБ заранее. Значит, после этого все убежали, мы никого не догнали. И сейчас, после того файта, естественно, сохранился еще Аегис у Вайда. Мы его, кстати, видели, он как-то супер хреново здесь стал. И я решил подбайтить на себя.
Соответственно, вот почему агонимные ультимейт урсы в этом плане имба. Ставятся Хрона, Катаклизм, Инвокер, а мне вообще просто фиолетово на это все. У меня были рядом тиммейты, это была спланированная байт-акция, соответственно. И вот сейчас супер критическая ошибка от меня. Я блинканулся на крипов, надо было блинковаться прям в упор на Инвокера. И через БКБшку его, ну, как бы, либо даже, ну, если бы я его не съел, то, скорее всего, под моими тиммейтами получилось бы что-то с этим сделать. Хотя бы убили Вайда, даже несмотря на Егис. Но вот супер был неприятный блинк, да, сейчас от меня. Нужно было просто в модельку Инвокера блинковаться, и на БКБ его есть. Но вот это вот сказывается полугодовалое отсутствие, я думаю. Может быть, если бы я такой большой перерыв не делал, то я бы смог сориентироваться там в моменте во время файта. Вот так вот. Мисплейчик произошел. Значит, очередной файт на топе. Лечус на топ. Вижу Аксевича, как будто бы можно бы его здесь покоцать. И снова под легионкой, снова, кстати, с Леоном. И в очередной раз у Акса получается залететь и получается его съесть. Нажимаю БКБ, ну, потому что там очень много магии, понятное дело. Все, пошел Гост, пошел Инвиз, который, кстати, Гост бесплодие, Гост Волк это Инвокера. Ну там просто, ну, невозможно. Мне в соло невозможно никого там убить. Мне только сейчас прилетел нулифайр, я все-таки решил дособирать башер. В моменте я его начал собирать. Короче, скорее всего, нужно было сначала собрать нулик, потом башер. Даже не скорее всего, а точно. Но когда я начинал собирать башер, там еще не было гостов ни у кого. Вот такая вот суета. Надо было опередить это на будущее. Понимаю, что инвокер здесь снизу один, и вот решил его поймать на руне XP, соответственно. Ой, не на руне XP, а на баунти. Но почему-то, вот я не знаю, либо это совпадение, либо что, но навряд ли у них здесь варды стоят. Он прыгнул в инвиз. Из этого я потерял где-то вот буквально 0,1-0,2 секундочки. Чуть-чуть, совсем. Вот совсем чуть-чуть. Подоспел Рубислав, и я не смог его догнать. Но здесь у меня БКБ было на КД. Как бы я ничего не мог здесь сделать. Да, и башера у меня еще не было. Но за попытку лайк, как будто бы, да? Почти получилось соло убить инвокера чисто на мувменте. Все, появился, естественно. У меня нулифайр. Наконец-то можно хоть кого-то убить. Скорее всего, здесь я поспешил с кнопкой. Хотя навряд ли не. Если бы БКБ не нажал, скорее всего, бы я шамана и не нагнал бы. И вот сейчас меня начнут со всех сторон просто. Я уже не надеюсь отсюда выйти, но меня сейвит вражеский Рубик. Но он нажимает в меня форс, видимо, или что это было, или какую-то нейтралку. В общем, он меня просто пододвинул. Я, кстати, еще баш войду выдал в моменте и понимаю, после баша точно нужно убегать. Получилось выйти. На самом деле удивительно. Я здесь выжил. И давайте покажу вам все уже. Последний файт, на котором прям все закончилось. Была поставлена точка супер жирная. Враги снова убили Рошана. А Егис у Вайда прямо сейчас. И они открыли, ну, сделали open kill на нашем алхимике пятерке. Нашей легенде. Они бегут к нам прямо под вардам, поэтому как будто бы лучшего момента для принятия файта в принципе быть не может, чем сейчас. Я это понимаю, прыгаю в Рубика, естественно, даю туда нулифайр, Рубика стираю, убиваю. Все, остается Void. Void умирает, соответственно, с Аегисом. И я стою возле него рядом, думаю, что все хорошо. Я видел Акси на миникарте в центре, а это оказывается руна иллюзий, и все. И все. После этого, ну, пиздейшн просто полный. Стирает всю мою команду. Бай есть только у алхимика. GG проебали на 40-й минуте. Счет 44-33. На самом деле, слишком долго враги нас мусолили. Они должны были нас сносить гораздо раньше. Этому Аксу второй раз везет на руну иллюзий. Ну вот смотри, он просто... Был один момент, который тоже был виден на видео, когда он заходил иллюзиями в нашу тройку. И прямо сейчас мы убили Вайда, я смотрю на миникарту сразу, кто рядом. Вижу иконку Акс на миду. Я думаю, все, спокойно стою прямо возле Вайда, чилю. А нет. Руна иллюзий выиграла игру. Вот и думай. Вот и думай. Супер неприятно, конечно, вот сейчас в моменте вот так вот всей командой умереть. Просто, но вот про что я и говорил. Агар Акса, Хрона Вайда, Катаклизм Инвокера, все. Вся команда умерла. На этом катка данная и закончилась. Ну, еще один раз дополнительно я умер, и как бы на этом все. Значит, печальный, конечно, счет дал моих тиммейтов на саппортах, и на леге тоже катка не пошла. На мое удивление, получилось держать топ-1 Эдворс, ну, 90% игры. Дэмэджа тоже солидное количество получилось выдать. Ну, в общем, не пошло. Немножко не повезло с пиком, с саппортами, в частности, вот в алхимике. Но ничего бывает. На этом видео заканчиваю. Всем чао, всем какао, всем пока.